На нашем канале уже был обзор на два аудиоинтерфейса от Native Instruments в таком же черном элегантном цвете. Это были младшие звуковые карты, теперь у нас на обзоре старшая модель Native Instruments Complete Audio 6. Это вторая версия, переработанная, но случилось ли что-то с начинкой, потому что дизайн изменился, а изменились ли внутренности? Давайте об этом с вами и поговорим. Всем привет! Вы находитесь на канале «Давай запишем», где мы с вами говорим о про-аудио. Весь сегодняшний ролик по звуку будет записан с помощью преампов этого аудиоинтерфейса и нашего студийного конденсаторного микрофона SC-T2. Естественно, на него мы подаем фантомку, и, естественно, у нас идет какое-то усиление. Оно выставлено, в районе 2-3 часов, где-то так. Давайте говорить о самом аудиоинтерфейсе. При покупке мы получаем с вами 6 каналов как на вход, так и 6 каналов на выход. Давайте перечислим. На вход, во-первых, первых 2 канала — это каналы, которые выведены на лицевую панель, они оборудованы комбо-входами. Сюда можно подключить микрофон, как мы это сейчас с вами сделали. Также сюда отлично зайдут инструменты и какие-то линейные источники. Далее идет 3-й, 4-й канал, они находятся сзади, это линейные входы. Вот так они выглядят. Сюда можно подключать какие-то линейные источники без усилений или микрофонные преампы, если они у вас имеются. И завершающая пара, 5-й, 6-й канал, это цифровой SPDIF стереовход. Что у нас по выходам? Здесь на карточке мы имеем 4 разъема на балансных джеках. Сюда можно подключать какие-то мониторы, здесь можно выводить подклады на пульт, если вы работаете вживую, и тому подобное. И последняя пара, 5-й и 6-й выход, они также даны в цифре, это стереовыход в виде SPDIF. Всякие мониторные функции вынесены прямо на корпус. Здесь мы можем выбрать пару входных каналов, которые у нас пойдет на мониторинг. Это либо 1.2, либо 3.4, соответственно. Можем выбрать, будет ли мониторинг в моно или будет он в стерео, а также можем крутить соотношение сигнала приходящего, то есть сигнала со входов к сигналу, который мы слышим с компьютера. Это так называемый аппаратный мониторинг с нулевой задержкой, он здесь присутствует. Вернемся на заднюю сторону. Здесь вы уже могли заметить MIDI-интерфейс на вход и выход. Такая пара разъемов позволит нам подключать MIDI-клавиатуры, синтезаторы, какие-то сэмплеры и так далее. Все, что работает по MIDI-протоколу. И, естественно, пара цифровых разъемов SPDIF на вход и на выход. Для чего они нужны? Они передают сигнал по цифровому протоколу. На вход мы можем в цифре взять 2 канала, то есть стерео, и также в цифре с помощью этого протокола мы можем отдать 2 канала в стерео. К примеру, у меня когда-то был ламповый пред, микрофонный, двухканальный, как сейчас помню, фирма DBX, вроде 386. Так вот, на этом самом предусилителе был SPDIF выход, и с помощью него вы могли эти самые 2 канала уже в цифру преобразовывать в самом предусилителе, перекидывать их, допустим, на аудиоинтерфейс, и с аудиоинтерфейса эти каналы в цифре сразу писать в вашу цифровую рабочую станцию. Поскольку тут так много каналов, я думаю, стоит отдельно разобрать роутинг. Ну и, конечно же, задержку, если вам вдруг не хватило аппаратного мониторинга с нулевой задержкой. Для начала работы нам с вами необходимо зайти на официальный сайт в раздел «Поддержка» и найти драйвер, который нам нужен. Самое главное, скачайте именно то, что нужно, а именно Audio 6 MK2, а не MK1. Драйвер от первой версии не будет работать с этой картой. Так что качаем MK2, а попутно не забываем скачать обновление прошивки. Благо, оно здесь имеется. Ставим, перезагружаем, заходим в нашу рабочую станцию и видим, что запись у нас уже идет полным ходом. Давайте посмотрим на драйвер. 4 входа, SPDIF 5-6, 4 выхода и 5-6 SPDIF. Все так, как и нужно. Сейчас у меня стоит максимальный размер буфера. Мы откроем окошечко осё драйвера и будем менять этот самый буфер, а попутно смотреть и на задержку, которая будет меняться в этом же окне.
Этот аудиоинтерфейс могут использовать музыканты абсолютно всех направленностей. Вокалисты, инструменталисты, диджеи, все что угодно. Сейчас я вам предлагаю послушать эту карточку с гитарой. Говоря о возможностях этого аудиоинтерфейса, давайте обратимся к сайту, потому что здесь у нас представлены принципиальные схемы, с которыми можно работать с Komplett Audio 6. Итак, первая схема нам гласит, что это все дело можно использовать на живых мероприятиях. То есть тут у нас два гитариста, у них есть мониторинг, все это подается на усиление. Тут даже есть в лупе какая-то педалька у них и, естественно, подклад или запись с USB на компьютере. Так, что у нас дальше? Дальше у нас продюсерский такой сетап. Это уже дома, я так понимаю, в студии. Здесь какие-то контроллеры, клавиши, подключенные в линию. Опять же, мониторинг. Все уже подключено к большому компьютеру. MIDI-клавиатура, естественно, по MIDI. И еще с помощью SPDIF подключена вертушка. Пойдем дальше. Это какой-то уже... Modular. Это для работы с синтезаторами. Кстати, тут действительно есть такая классная функция. Если вы подключите MIDI-клавиатуру, с помощью карты вы можете генерировать тон-сигнал и посылать его уже на синт, и дальше забирать все это в линейные выходы и записывать звук вашего синтезатора. Тут, в принципе, все довольно просто, поэтому сразу же дальше пойдем. Снова у нас живая история. На этот раз два вокалиста. Приходит у них, мы видим, синтезатор, какой-то контроллер даже подключен к компьютеру, и компьютер все подключен к звуковой карте. Кстати, это фирменный контроллер от Native Instruments, насколько я знаю. Естественно, мониторинг и, естественно, усиление на зал. Что у нас дальше? Дальше у нас мастеринг. Ого. Но, в принципе, та же самая студийная история, только нам здесь показывают, как мы можем оборудование для мастеринга подключить в виде такой петли в эту карточку, поскольку количество входов и выходов нам это позволяет сделать. Живая история еще одна. Здесь вокал и гитара, которая снимается микрофоном. Ну, в принципе, ничего особо интересного. Это мы с вами уже разбирали. И диджейская история, контроллер, приложение «Трактор», которое находится на компьютере у диджея, и наушники. Ну и, конечно же, аудиоинтерфейс, что еще нужно для счастья диджею. Ну что, друзья, а теперь давайте послушаем вокал, который мы запишем с помощью этой карты. Сосед сверху помнит, как мы любили леса, сосны знают, куда ходили мы. Были с новыми бестолковыми лицами. Снится мне, что я еду к маме, а между нами пусто. Река меняет русло, и вроде любовь возникла, но потекли слезы снова. Наверное, ты не привыкла еще целовать другого, и прошлое вроде стихло, но потекли слезы снова. Наверное, ты не привыкла еще целовать другого. Если подводить черту, то Komplett Audio 6 — это та же самая карта, только немножечко улучшенная. Тут есть все, что мы полюбили с прошлой карты: минимум управления, максимум развитой инфраструктуры. Добавился один
новый выход под наушники, теперь их два, это очень здорово. Карточка выдает вполне себе неплохой звук, при том, что она работает от USB, для нее не нужно дополнительное питание. Это значит, что с помощью нее мы можем работать как дома, так и брать с собой на природу и на какие-нибудь концерты. Ко всему прочему, мы с вами помним, что Native Instruments специализируется не только на железках, но и на программных решениях. И тут они нас не оставили без подарков. Нам в комплекте идет куча всего, просто очень огромная куча. Это и VST плагины, какие-то синтезаторы, сэмплеры, подарочная версия цифровой рабочей станции Ableton Live Lite. Идет 2 ваучера. Первый ваучер дает нам скидку в 25 евро в официальном магазине Native Instruments. А второй ваучер дает нам 2-месячное бесплатное пользование огромной библиотекой звуков и лупов на сайте Sounds.com. А на сегодня все. Не забудьте по традиции написать, как вам этот аудиоинтерфейс, поставить лайк, если вам понравилось это видео, и подписаться на наш канал, ведь впереди много нового, интересного и, конечно же, про аудио на канале «Давай запишем». Всем пока. Тут же подводка к вокалу. Подводка к вокалу. Ладно. Давай, поехали. Чуть не упал, подожди. Должен встать сначала. Я не могу лежа работать. Далее у нас идет 3-й, 4-й канал. Давайте я разверну камеру, карту. Камеру. Давайте я разверну.